Ну ладно. И вот ее можно принимать. Называется этот препарат у нас ЕМА. В чем особенность приема данного препарата? Если принимать данный препарат по 1 чайной ложке на стакан воды, то любые... В чем особенность препарата? Он может объединяться с металлами, токсическими соединениями, которые находятся в нашем организме. И самое прекрасное заключается в том, что данный препарат свободно выводится через почки и никаким образом не остается в организме. Никак, нигде. Но при этом проникает или проникновенная способность его высокая, и он является одним из гематосорбентов, тотально улучшающие показатели гомеостаза, и очень широко применяется, если у человека есть стоят пломбы свинцовые какие-нибудь, у человека работа была связана с этим, очень часто мы готовим пищу, у нас есть очень много контактов с водой, очень много контактов с поясом, контакты через жидкости всевозможные, неочищенная вода, гербициды, пестициды, водой поливают фрукты, овощи, это все потом человек ест, это все потом проникает, и некоторые металлы, они накапливаются в организме. Среди опасных самых это фторы, конечно, это, конечно же, железо в большом количестве, это токсические компоненты, которыми могут быть будь какие металлы, просто они в виде оксидов. Оксида железа, то бишь ржавчина, оксид меди в виде купороса, который используют, когда растения поливают. Это может быть оксиды хрома или просто хром, в случае, если вокруг находятся линии высоковольтных передачи, под ними что-то растет и на них выливается жидкость, то алюминий, всевозможные отравления алюминиями на фоне применения препаратов от повышенной кислотности, типа альмагель какой-нибудь и так далее. И это все в комплексе денол. И это все в комплексе может приводить человека к тому, что у него накапливаются такие вещества. И единственный антидот этому всему — это препарат ЕМА. 1 чайная ложка на стакан воды, желательно 30 дней подряд. И после этого организм очищается от всех токсических металлов, и человек начинает себя хорошо чувствовать. Когда-то даже лекцию читал, что если переизбыток свинца у человека, появляются грибки на ногтях. В случае, если есть токсические элементы, такие как вольфрам, ванадий, если есть переизбыток, если переизбыток бора, в случае, если переизбыток, если есть оксиды цинка, то у человека может появляться грибок в ушах. Рассказывал о том, что есть исследования по краеугольной глаукоме, при которой обнаруживают 4-валентный хром и соединение хрома в организме. И целый ряд этих исследований описаны очень хорошо в научной работе Каплуненко, которая называется «Наноаквахилатические соединения в природе», и исследование, такое широкое исследование, такое, наверное, страниц на 70 или 80, это его докторская работа, его отец занимался, после этого он. Институт наноаквахилатов, и исследование называется «Наноаквахилаты», книгу написал Каплуненко и, по-моему, Оскурняк. Могу